Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о соли. Не просто о соли, как о кристаллах, которые мы используем на кухне, а поговорим о соли волшебной, как вы можете с помощью ее сильной энергии изменить свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много важной, полезной и нужной информации. Всем приятного просмотра. Соль, она способна защищать и очищать человека от негатива разного рода. С ее помощью можно провести и очищение энергетики помещений и предметов. Соль, которую используют в ритуалах, в практиках, может быть нескольких видов. Белая соль – это самая распространенная соль, то есть это универсальная соль. Вы ее можете купить в любом магазине, но покупая, обязательно заплатите за нее мелкими деньгами. Сдачу не берите и уходите из магазина, не оглядываясь. Такую соль можно использовать в ритуалах, связанных с поглощением негатива, а также для защиты от него. Гималайская и морская соль используются для этих же целей. Соль обладает способностью вбирать негатив, не выпуская его обратно. И спектр использования соли очень широк. Если нужно вам что-то сохранить или кого-то обезопасить, то стоит сделать круг из соли, и этим вы выставите защиту от негатива. Если вы не хотите, чтобы неприятности настигли вас или чтобы нежелательные гости приходили в ваш дом, то тогда насыпьте соль по всему периметру дома или возле порога. Переступить соляную черту человеку с недобрым умыслом просто не удастся, потому что энергетика соли сильнее энергетики такого человека. Можно также поставить у порога небольшие емкости с солью, а также по углам комнаты, где вы больше всего находитесь. Это будет мешать распространению и попаданию негатива в ваш дом. Такую соль нужно периодически менять, лучше всего на убывающей луне. Меняя соль, вы тем самым будете избавляться от негатива, который скопился в помещении на протяжении некоторого времени. Соль обязательно выбрасывайте подальше от дома или смывайте под проточной водой. Если вас донимают соседи, неприятные знакомые, то вы можете, использовав соль, оградиться от них. Сделайте вокруг себя круг с солью и представьте, что вы воздвигли вокруг себя стеклянный купол, и никто не сможет проникнуть под него, проговорив любые идущие от сердца слова, отталкивающие от вас этих неприятных людей. Таким поступком вы сохраните свое энергетическое биополе, оттолкнув от вас отрицательные энергии недоброжелателей. Если вам нужно избавиться от назойливости соседей, бросьте им соль на порог и уходите, не оглядываясь. И обязательно скажите следующие слова: «Солью защиту выставляю, приходить в мой дом запрещаю». Считается, что если рассыпалась соль, то это к семейным неурядицам. Поэтому бросьте на нее щепоточку сахара, и сахар не допустит, чтобы негатив получил распространение. Затем эту соль сметите, смойте или выбросите на улицу. Место, где была рассыпана соль, протрите мокрой тряпочкой. Соль обязательно всегда храните в закрытых емкостях, для того, чтобы негатив, который случайно или преднамеренно, который попал в ваш дом, не накапливался в нем. Солонка обязательно должна быть с крышечкой. Не нужно брать солонку, которую вам хотят подарить, даже если она очень красивая и у вас ее нет, так как если ее подарили с недобрыми намерениями, а соль при хранении вбирает этот негатив, и пойдет он распространяться по дому, нанося вред благополучию и здоровью уже всей семье.
Такой подарок может сделать вам только проверенный и близкий человек. Если же вы все же приняли такой подарок, хорошо промойте его под проточной водой, высушите на солнце, зарядив его светлыми энергиями. Насыпьте в нее соль, при этом скажите обязательно такие слова: «Я в подарок тебя приняла, вода негатив весь убрала, солнце энергией добра наполнила, а соль эту энергию удвоила». И пользуйтесь ней на здоровье. А чтобы в доме всегда был достаток, ставьте ее посреди стола. Если за столом вас попросили передать соль, то не передавайте солонку из рук в руки никогда, а просто придвиньте ее поближе к тому, кто попросил у вас соль. Сделайте это хорошо, держа в руках салфетку. Если нарушить это правило, то все, кто просил и кто передавал, могут лишиться благополучия. Финансы станут вас обходить стороной. Если вы страдаете бессонницей, не можете быстро заснуть, то поставьте у изголовья стакан с водой, предварительно растворим в нем 1 столовую ложку соли. Утром воду вылейте. Это нужно делать до тех пор, пока ваш сон не наладится. Такое простое действие укрепит ваш сон, избавит вас от кошмаров и, конечно же, от плохой энергетики в области кровати. А чтобы в вашем доме все ладилось, все получалось, под кровать в изголовье бросьте щепоточки соли. Предметы, которые ранее кто-то пользовался или которые попали в ваш дом в виде, например, подарков, нужно очищать обязательно от негативного воздействия. Для этого нужно промыть их соленой водой. Если это возможно, если нет, то протрите тряпочкой, смоченной в соляном растворе. Если не подходит ни то, ни другое, просто бросьте сверху щепоточку соли. Пусть так полежит около часа. Затем стряхните и смойте эту соль проточной водой. Соль также используют и для привлечения денежных потоков. Если в ваш кошелек положить пакетик с солью, то это привлечет к вам денежные потоки. Соль, конечно же, в вашем кошельке нужно периодически менять. Так вы будете избавляться от негатива, поступившего в кошелек с вашими деньгами. Проделайте и такую практику. Сшейте небольшой мешочек из зеленой ткани или склейте из зеленой бумаги пакетик. Возьмите зеленую свечу, блюдце, насыпав туда 1 столовую ложку соли, а также 1 купюру любого номинала. Проделайте это уже на растущую луну. Поставьте свечу на подоконник, рядом блюдце с солью, на соль купюру, а сверху мешочек. Далее зажгите свечу и скажите следующие волшебные слова: «Луна и соль в доме моем, деньги с их помощью придут и никогда от меня не уйдут». Затем возьмите мешочек, вложите купюру в него и щепоточку соли. Остальную нужно будет кинуть в окно. Далее потушите свечу, а мешочек спрячьте в то место, где у вас хранятся деньги. Непременным условием обращения с солью обязательно являются ваши светлые мысли и вера в то, что все будет хорошо, что все будет прекрасно и все хорошее непременно сбудется. Помните, что щепоточка соли, вот буквально щепотка соли, она может многое изменить в вашей жизни. Если вы ходите на работу и вы знаете, что у вас в офисе, на работе есть сплетники, в таком случае всегда, каждый день берите с собой щепоточку соли и отправляйте в карман. И время от времени эту соль теребите. А после того, как вы уже будете возвращаться домой, эту соль выбрасывайте из кармана. Если вы не носите карманов по какой-либо причине, то в таком случае возьмите маленький мешочек и в таком случае время от времени теребите в своей сумочке или во время, например, обеда. Соль таким образом будет притягивать негатив, те неприятности, проблемы, которые, возможно, ходят рядом с вами, которые связаны с теми коллегами, которые, возможно, пытаются вам навредить. А уже вечером, опять же, когда вы идете домой, обязательно такой пакетик с солью вы выбрасываете.
И вы увидите, как через некоторое время ваши сплетники на работе, враги, какие-то, возможно, недоброжелатели, они перестанут даже смотреть в вашу сторону, потому что у них появятся проблемы, которые они слали кому-то, они сами их получат вдогонку. И у них не будет ни времени, ни сил, ни желания не обсуждать вас и не подставлять вас. Поэтому обязательно используйте соль всегда в своей жизни. Это достаточно сильный помощник для каждого человека. Главное, не забывайте в те моменты, когда вам тяжело и трудно, и вы увидите обязательно результат. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.